Привет, друзья! Сегодня у нас оригинальный рецепт из рыбки, который многие недооценивают, из кильки. Надо сказать, что в нашу бытность Баку наши родители никогда нас этой рыбой не кормили. Но мы тайком покупали копченую кильку в таких коробочках картоновых и ели как семечки. Да, было дело, я ее тоже очень любила. А уж в более зрелые годы, студенческие, под пиво, какая была закуска. Но однажды, когда мы отдыхали в Турции, мы увидели способ приготовления этой кильки, которую там продемонстрировал шеф-повар, и нам это очень понравилось. Во-первых, презентабельно, красиво, ну а во-вторых, это было очень вкусно. Это получились такие чипсы из кильки. Точно. Так что мы сегодня приготовим эту кильку по рецепту этого турецкого шеф-повара. Я, видите, даже бандану одел, чтобы быть на него похожим. Попробуем повторить его? Поехали. Сначала надо кильку почистить. Это может занять некоторое время, но ничего сложного. Нож нам не понадобится. Отрываем голову, очищаем внутренности и все. Теперь рыбку надо как следует промыть под проточной водой. Промываем каждую в отдельности. Когда вода будет прозрачной, откидываем на дуршлаг. После этого надо рыбку просушить с помощью бумажных полотенец. Перекладываем кильку в неглубокую посуду. Добавляем муку. Мы использовали кукурузную, как это делают в Турции, но можно взять и обычную муку. И как следует посолим. Обваливаем кильку в муке, чтобы каждая рыбка покрылась слоем муки. Если надо, добавляем еще немного. Итак, самая трудоемкая часть – очистить рыбку. Помыть, высушить. Помыть и высушить позади. Теперь приступаем, собственно говоря, к основному фокусу этого блюда. К его формированию. Да. Для этого нам понадобится 2 листика бумаги для выпечки и сковородка соответствующего диаметра. Ну что, начинаем? Да. Сначала выкладываем сюда, чтобы понять размеры сковородки. В принципе, можем даже вот так вот сделать и начать здесь собирать рыбку. Можно бумагу вытащить, собирать ее на столе, потом положить в сковородку. Поэтому Ну, давай прямо так, в сковородку. прямо так, в сковородке. Ну, Начинаем. начинаем? Ну, давай, клади. Мне тоже можно? Так, ешь. Мать. Делаем цветочек. Но очень-очень плотненько друг к дружке. И не хочешь мне помочь? Хочу. Помогаю. Осталось заполнить центр. Ну, если сковородка побольше, то можно было бы два кружочка делать. Все, вуаля. Итак, укладка закончена. Приступаем к следующему шагу. Вытаскиваем это. Вытаскиваем. Так. Подожди, сковородку Я ставим ставлю. нагреваться. А что мы делаем дальше с цветочком? Вначале мы слегка орошаем его оливковым маслом.
Вот Я так. уже наготове. Дальше мы его закрываем вторым листом. Этот способ хорош тем, что мы запечатываем нашу рыбку, соответственно, рыбные запахи и брызги масла нам тут не угрожают. На заметку хозяйкам. Да. Вот бери с этого кончика и начинай вот так вот закручивать до рыбки. Закрутили, повернули. Так, откручиваем уголки. Так, стоп. А теперь вот эти части крутим. Ты крути вот это. Все, рыбку мы нашу запаковали. Все, теперь мы ждем, когда нагреется сковорода. И начинаем жарить. Нашу рыбку. На сковородку выливаем немного оливкового масла, выкладываем рыбу, упакованную в бумагу, и прижимаем. Жарим 10 минут на одной стороне на среднем огне. Затем с помощью крышки переворачиваем. Жарим еще 10 минут на второй стороне. Все, рыбка готова. Ножницами срезаем верхний слой бумаги. Накрываем тарелкой и переворачиваем. Теперь снимаем нижний слой бумаги. Вот она какая получилась наша килька. Осталось обильно полить ее лимонным соком, выложить несколько ломтиков лимона и можно подавать к столу. Приятного аппетита! Настало время. Ну что, друзья, видите, какая красивая получилась запеканка. Да. Попробуем. Вот. Едят ее, естественно. Вот, на, я тебе отделила маленькую рыбку. Кушай. Как она тебе? Как? Хрустящая, вкусная, потрясающая. Хвостики можно выбрасывать, а можно есть прямо с хвостиками. Ну что, жалко, мы не можем пригласить этого турецкого повара, чтобы он попробовал и оценил, получилось ли у нас повторить его кулинарный шедевр. Мне кажется, что удалось. А самое главное, что нам удалось не запачкать ни разу кухню. Да. Ни капли масла. Никуда не брызнуло. И запаха особого рыбного не было. Запаха нет. Это все так компактно, здорово и легко получилось, что спасибо турецкому повару. Следуйте его примеру. А пока подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими рецептами. А главное, друзья, никогда не будете экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих дорогих и любимых фантастически вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!